Приветствую вас, дорогие гости канала, постоянные зрители канала Ева Оракул и Таро. И сегодня мы с вами на этом удивительном раскладе посмотрим тему двух половинок. Вот я сейчас, понимаете, вот даже я села, такое место, во-первых, первый раз я здесь. Солнце мне в глаза, рядом у меня лаванда пахнет. В общем, удивительное место, куда я вас сегодня взяла с собой. За чашечкой кофе мы с вами посмотрим тему, как произойдет встреча двух половинок. Вот прям вот эта тыква даже напоминает о том, что это, понимаете, это будет чудо. Это вот магия такая произойдет, такая, знаете, волшебство, когда две половинки встретятся. Это невозможно, понимаете, вот такие встречи, они создаются, как говорится, на небесах, да. Поэтому но поскольку история у нас современная, будем смотреть на Modern Witch, понимаете. История, даже вот видите, я здесь все совершенно таком, вроде бы природное место, но оно очень современное. Вот вы, ваша история, вашего знакомства, вы вообще, вот я смотрю, вот вы сама девушка очень такая, знаете, вот современная и бойкая. И встреча у вас такая будет, и мужчина у вас такой будет. Вот представляете, и мужчина такой же будет. Ну давайте смотреть сегодня вы и он. Сначала мы посмотрим вас, потом мы посмотрим его. Вы сможете себя узнать, понять, ваш ли это расклад. Но если вы на него попали, понимаете, здесь такого не может быть, что расклад не ваш. Однозначно из этого расклада вы что-то для себя возьмете. Поэтому выбирайте то, что вам резонирует. Погнали! Я без очков, прошу простить меня. Солнце прямо мне в глаза, но ради вас я стараюсь, чтобы иметь с вами такой, знаете, близкий контакт. Для меня это очень важно. Ну что, давайте смотреть, что там за встреча двух половинок. Какая вы, какой он. Что ж там такое у нас грядет. Ну, интересно, что я выбрала место, и вы, не знаю, микрофон заглушит или нет, надо буду максимально близко к микрофону говорить. Но вот я сижу, и передо мной постоянная вереница машин, бесконечно. Надеюсь, этот шум не будет вам мешать. И этот, знаете, тоже не просто так. То есть вот эта встреча произойдет в движении. И вы вообще сейчас входите в новый период жизни, где вы будете находиться в движении, понимаете, вы туда поедете, то сделаете. Вот у меня, кстати, был расклад недавно, да, про лето я делала прогноз, и действительно про лето для многих будет очень, знаете, таким динамичным. Вы будете сами себе создавать, такая проактивность, вы будете сами создавать себе приключения, интересы, передвижения. Вот, понимаете, что-то вы будете все время, скажем так, себя в хорошем смысле занимать в свое свободное время. То есть вы не будете там сидеть дома или как-то о чем-то грустить. Вы будете выпрыгивать, понимаете, из привычных вам уже, скажем так, эмоциональных, может быть, замкнутых каких-то, знаете, вот как будто бы по кругу вы в каких-то мыслях ходите, вы из этого выйдете, и вы захотите что-то исследовать новое. Вы посмотрите, кактус. Не, вы можете в себе в это поверить? Вы посмотрите, это вот колода, понимаете, это там кактус. Вы посмотрите, абсолютно такой же кактус. Вы посмотрите. Вы можете себе представить? Вот я его здесь поставлю. Пусть он у нас тут будет. Где? Где его поставить, кактус? Ну, в общем, вы поняли. Вы представляете? Вот абсолютная карта. И здесь у нас рыцарь жезлов. Он говорит о том, что ваша жизнь становится очень динамичная. И когда очень часто, понимаете, вы становитесь активны, у вас поднимается больше энергии, вы становитесь более заметны, вы бываете в больших местах. И очень часто встречи происходят именно таким вот образом. И ваша встреча, она говорит, что вашу встречу готовят именно тем, что вас делают такой, знаете, активной, подвижной, энергию вам раскачивают. И вот кактус не зря, кстати, попался, потому что как будто бы, знаете, вот вы за это время нарастили себе колючек. Вы нарастили себе колючек за время, может быть, там зимы или чего-то. Ну, кстати, его можно безопасно поставить рядом, понимаете? Он так это классно, тут пусть будет, да, нам для антуражу. Так вот, понимаете, вы за последние месяцы вы как кактус обросли этими иголками, защищались. А вы сейчас выйдете на поверхность. Я же говорю, вот вы можете себя узнать даже, понимаете? И вроде бы вокруг вас какая-то жизнь. Здесь вот, кстати, интересно, что вот четверка, ой, подождите, что я хотела сказать, да, четверка, почему четверка? Почему-то я про четверку мечей тоже подумала, интересно. Ну, потому что похоже очень состояние, понимаете, вы лежали, может быть, таким даже мертвым немножечко таким вот грузом. Но здесь девятка мечей, и она нам говорит о том, что у вас было
такое состояние, посмотрите, вот вроде бы какие-то яркие краски в жизни были, понимаете, не совсем прям пластом, не совсем вы, знаете, вы выпали из жизни, но у вас была такая жизнь, живу, еле дышу, понимаете, вот просто чтобы сделать свои базовые все необходимые задачи, выполнить, но так, чтобы вот как бы жизнь играла полными красками, понимаете, не было. И вот интересно, здесь прям как мечи, я же говорю, что вот вы как кактус, из-за того, что вы испытали какую-то боль, усталость, разочарование, вы немножечко, знаете, как бы ушли в себя. И вот сейчас для того, чтобы эта встреча произошла, двух половинок, вам нужно немножечко, вот, кстати, сразу же выходит король Пентаклей, посмотрите, какой он здесь, тоже такой современный, и на который раз на колоде выходит, что это, знаете, какой-то очень, ну вот даже у меня здесь, видите, такая модерновая архитектура, то есть какая-то городская среда, то есть какой-то, и такой вот даже мужчина, такой немножко мажористый, понимаете, вот в хорошем смысле, то есть человек тоже такой динамичный и прогрессивный, модерновый человек, понимаете, вот что интересно, то есть ваших, что вы, что он, ну вот, кстати, здесь интересно, вот двойка пентаклей, у вас сейчас такой момент идет, вы сейчас даже, может быть, будете немножко менять, какую вы себе половинку хотели, понимаете? Вы даже посмотрите этот расклад, вы подумаете, нет, вот я хотела себе такого мужчину, а может быть, мне совершенно что-то другое, на другое обратить внимание, посмотреть. Потому что вы сейчас меняетесь, у вас как-то энергия будет меняться, и вы как-то сейчас совершенно будете на других мужчин обращать внимание, нежели вы раньше обращали. Вот мне что-то такое идет. Как будто вы знаете, вот вы даже есть, представляете, вот много мужчин есть вокруг. Много есть мужчин вокруг, есть большой выбор. Но раньше вы смотрели, вот у вас как будто бы вот только так вы видели, а сейчас хоп, и вы там какой-то другой угол зрения у вас появится, и вы начнете замечать других мужчин, других людей, другие какие-то, знаете, вот возможности через расширение, через то, что вы становитесь. Ну понимаете, я не могу правильное слово найти. У вас появляется энергия, сейчас я пишу, у вас появляется энергия, вам хочется туда пойти, туда-сюда, туда пойти, какие-то новые идеи. Вы себя начинаете по-новому ощущать, как будто бы каждая клеточка пробуждается. И у вас куча будет всяких, знаете, таких возможностей, вот это вот новое в себе пробудить. И когда вы будете пробуждать это новое, на пробуждение этого нового, сразу же вы будете замечать какие-то новые места. Вот я сегодня приехала в место, которое я проезжала миллион раз, но совершенно о нем забыла. Это как бы вроде как бы я здесь была, но я этого не замечала, понимаете? Вот точно так же это место. Вот точно так же вот и ваша встреча, и место вашей встречи, да, вы, может быть, проходили это миллион раз, но вы это не замечали. Вы, может быть, даже этого мужчину миллион раз проходили на одном и том же маршруте, но вы его просто не замечали, потому что он был не в фокусе вашем, понимаете, не в вашем как бы поле зрения, не на вашей волне. Вот. Волна другая, меняется волна. Королева здесь снова, здесь королева жезлов, то, что я и говорю, смотрите, вот какая она здесь классная. Вот колода прям вот абсолютно к этому месту. Посмотрите, как она резонирует. И даже здесь вот пейзаж, вот у меня там горы такие, абсолютно такие вот резные, вот такие вот, понимаете? Вот эту колоду, вот я когда решила записать этот расклад, она вышла. И вот я сейчас сижу здесь, тут постоянно, я не знаю, слышите или нет, вот каждую минуту проезжает машина, там играет джаз, там что-то птицы, там что-то еще происходит, какая-то жизнь, люди заходят, приходят, вы сейчас увидите. Смысл в том, что вот наша жизнь начинает бурлить, появляются какие-то помехи, неожиданные новые какие-то, знаете, обстоятельства. Вы в этих обстоятельствах будете раскрываться по-новому. И на то, как вы будете раскрываться, вас тоже точно так же будет замечать, понимаете? Вот у меня есть такое мне идет из потока, что как будто бы не вы, не этот человек вас до этого не могли заметить. То есть вы бы не могли встретиться, понимаете? Вот две половинки, вы сейчас становитесь такой, чтобы стать половинкой его. И он сейчас становится, понимаете, чтобы стать половинкой вам. То есть два человека, вроде как бы предназначенные друг другу, но они не могли встретиться, узнать друг друга, увидеть друг друга, притянуться друг к другу, потому что они не были еще теми как бы людьми, они не раскрылись. То есть вы как бы не были в своей полной силе, понимаете? Сила, карта сила выходит. Вы не были в своей полной силе, красе. Причем что он, что вы. Здесь две половинки. Вот все, что проживает и он, все, что я говорю о вас, тоже проживает и он.
Здесь даже вот я сначала сказала, что будем смотреть на вас и на он, и мне сразу же идет потока, понимаете, из потока идет, что опять выходит эта карта. Мне опять выходит эта карта, что, понимаете, вот вы оба, понимаете, оба очень активные. У вас у обоих начинается активная какая-то жизнь. Что он, что вы в энергиях, динамичных изменениях засиделись, мне все надоело, я буду менять, я буду пробовать новое. И даже, может быть, я думал, что это мне не подходит, а я возьму сегодня и попробую. Я думал, что я, допустим, даже, к примеру, вот я, даже почему-то про еду приходит. Вот вы могли, не знаю, там, я привыкла, вот я на завтрак ем это, или там на обед ем это. А тут такая, да, а с чего, а с чего? Ну вот я возьму сейчас, пофиг мне, это полезно, не полезно, когда это надо, не надо, я просто возьму и сделаю по-новому. Вот я хожу на работу или там по своему маршруту каждый день вот так. А сейчас я возьму и пойду вот как-то таким образом. Вот сбрело мне в голову, по-другому буду действовать. И когда вы начнете вот это делание по-другому, вы такая вообще по-другому себя, знаете, почувствуете, как-то расправите, что ли, плечи. У вас какое-то такое ощущение пойдет, что вы, ну, какая-то другая, понимаете? Вы даже себя будете как-то узнавать и знакомиться с собой заново. И это не просто так, понимаете? С мужчиной происходит то же самое. У него точно такая же. Видите, вот у вас, вы вокруг себя устраиваете движняки, а мужчина, у него даже, может быть, знаете, какие-то переезды, бизнесы, то есть у него по-крупному, начинается. Видите, сегодня все жезловое выходит. Сегодня все жезловое, потому что, ой, карты выпрыгивают. Представляете, вот я же говорю, все жезловое. Как я не мешаю колоду? Смотрите, вот вы и он. Я же говорю, вот парное, вот тот же вы и он выходите, понимаете? У обоих усталость, накопленность, уже много было пройдено позади, понимаете? И так вы устали, что вы хотите счастья. Ну, посмотрите, вот это он и вы, и вы. Сейчас я же говорю, вот интересный такой расклад. Вот собиралась смотреть отдельно на вас, отдельно на него. А потом говорит, а карта говорит, а что смотреть? Две половинки, у них одна и та же судьба. Вы проживаете, может быть, в разных городах, даже, может быть, в разных странах, на разных улицах, неважно. Вы разные вообще, в принципе, мужчины и женщины, разные люди, но вы проживаете очень похожие сценарии жизни. Поэтому вы две половинки, понимаете? Поэтому вас готовят к этой встрече, чтобы вы понимали друг друга с полуслова. Вы посмотрите, как это интересно. Это просто, конечно, вообще, посмотрите, вот. Вот, вы посмотрите. Вы парный выходите. Король, королева кубков. Это просто, я вот эту делаю, по-моему, уже третий расклад на этой колоде. Вы представляете? Вы парный. Вот я даже поставлю, боже, на заставку эту. Ну, вы посмотрите, какая красота. Вот так вот. Смотрите, какие вот, не знаю, где там свет падает, да, вы видите? Вот. То есть у каждого, видите, вот, и причем здесь кресло, ракушка. Каждый выходит из своей ракушки, раскрываются чувства, раскрывается сердце. Очень интересная эта встреча будет. Но это, вот видите, вы везде выходите половинками, понимаете? И зарождение идет чувств абсолютно новых. Вот это вот так вот между вами будет, смотрите. Смотрите, ну вот просто красота какая. Вообще класс. Но вот больше всего мне нравится, что вы вышли и королем, и королевой кубков. То есть люди, которые прошли большие испытания, вот, и которые ищут именно любовь, понимаете, сердечко. Они хотят свое сердце наполнить. Их больше вообще мало чего сейчас интересует. Они понимают, что все остальное сделается. Будет любовь, будет здоровье, все остальное сделаем. Вот у вас такой настрой, у обоих причем. Интересно, они в такой сегодня голубой гамме, и я тоже вот сегодня там, вот я покажу вам, у меня там голубая юбка, то есть у меня какое-то такое вот настроение, а это голубое что? Это у нас горловая чакра, понимаете? По творческой энергии, по соединению, по изъяснению, по пониманию друг друга это будет настолько легко, то есть вы будете говорить с этим человеком, знаете, как с самим собой. Боже, какой интересный расклад. Вот видите, вот как пришло из потока, что это две половинки, вот так оно и есть. Нечего смотреть, понимаете, что тут смотреть про... Вот интересно, кстати, снова выходит эта карта. Выходит карта мир и карта смерть. Потому что оба пережили разводы, потери, потерю себя. И вообще, знаете, такое состояние, как будто бы... Неужели моя жизнь подошла к концу? Неужели на этом все? Извините, солнце в глаза. Ну, очки не буду одевать, ладно, уже так вот, как есть. Щурюсь, извините. И вы сейчас хотите совершенно новый мир вокруг себя создать. Вы хотите новую жизнь. Вы знаете, вот здесь карта смерти, она такая, вот вы видите, вот даже вот она здесь такая на белом коне, вы проходите мимо. То есть вы сейчас вот как будто бы, знаете, вот как вот через вот огненное кольцо лошади там в цирке вот мне идет, прыгают, да, то есть они как будто бы вот даже, как бы вот их может даже обжигать это опасно. Вот вы как бы проходите сейчас через это, и вы выходите в новое
в новый мир. Вот здесь, вот, кстати, видите, здесь карта мир тоже вот такое вот кольцо, как я сказала, да? Вы сейчас выходите в совершенно новое, в новую энергетику своей жизни. Я даже слово не могу правильное подобрать. То есть ваш мир, ваша энергия меняется, мир вокруг вас будет меняться. И это благодаря тому, что вы пережили. То есть вас внутри снова выходит вот эта десятка кубков, она мне не дает, как бы, чтобы я про нее все-таки сказала. Знаете, здесь она почему выходит? Здесь, что вы, что мужчина, у вас есть, знаете, главное, чтобы люди, когда встречались, чтобы у них были одинаковые ценности, чтобы у них одинаковые были взгляды на ключевые вещи. То есть у них он должен быть и ментально, социально, во всех аспектах, да, уже приблизительно один уровень развития, да, и отношения, самое главное, к семье, к ценностям, к тому, как строить отношения, должны быть одинаковые, похожие, да, то есть люди должны понимать друг друга, а не перетягивать канат. Так вот нам приходит, чтобы вы проживали с ним очень похожую судьбу, похожие обстоятельства для того, чтобы у вас как раз было вот это вот единение, чтобы было понимание, вы оба хотите одного и того же. Для вас одни и те же вещи представляют ценность. То есть не нужно доказывать, что семейный завтрак в воскресенье, почему-то мне это пришло, что это must, понимаете, что это как бы нормально, а не то, что там ты в субботу пошел и занялся своими делами. То есть вам не нужно будет это доказывать, для вас это будет, как бы, знаете, априори. То есть практически все вещи в ваших отношениях будут априори. И вы будете уже просто жить и действовать, понимаете? Вы не будете вот это думать, выяснять, там что-то с ним договариваться, тратить на это силы, на вот эти договоры, переговоры. Ой, ветерок пошел, понимаете, таким подтверждением. Абсолютно все так. Девочки, ну извините, ну как же жарко. Как же жарко начинается. И даже когда солнце заходит за облачка, очень жарко. Так, давайте что еще мы посмотрим. Почему еще именно вы две половинки? Вот мне почему-то хочется понять. Опять. Как вообще можно что-то с этим сделать? Вот скажите. Эту корону миллион раз перемешала. Вы посмотрите. Вы все время выходите король и королева. Это просто. Я же говорю, который расклад, уже делаю на этом. И да, спасибо. Смотрите, карта улетела. А вот представляете, вот эта карта нам уже с вами выходила, да, девятка мечей. Девушка мне подобрала, она улетала. Представляете, вот это... И, кстати, интересно, что я пришла в кафе, здесь официантка, давно не было, вот официантка и владелица, она русскоговорящая. И вот она, кстати, подобрала мне сейчас карту. И место, вот понимаете, даже вот мне такое идет, что вот человек, видите, человек, подсказка сразу идет. Человек подошел, как бы, сразу завязался, да? То есть ты, как сказать, приходит мужчина, он совершенно другой, новый человек в вашей жизни. Но после вот этих вот потерь, после всего, что вы пережили, после всех, знаете, эмоциональных потрясений, даже вот мне идет, отвержение, то есть такое одиночество у вас было конкретное, то есть вы очень долгий период были одна, и это одиночество уже начало вас сжигать. Так вот приходит, видите, опять как король и королева пентаклей, то есть люди уже очень зрелые, они, знаете, хотят вот как-то жить уже по-земному, как-то понятно. И почему вот я обратила, что девушка, видите, в этот момент она подошла, и у меня карта сразу улетела. Именно эту карту она подняла. Оба, опять же, оба прожили, где там была эта карта, оба прожили этот опыт. Поэтому вы будете ценить друг друга, будете ценить время друг друга. И вы будете, видите, мы с ней заговорили на одном языке. Сколько у меня на раскладах, все время там я отвечаю на турецком, и там, да, еще там на английском, неважно. Но тут редкие вообще случаи там на раскладе. Я пришла в место, где говорят на русском языке, и мне как бы вот, да, со мной заговорили на моем языке. Вы понимаете? Вот это у вас будет. С вами заговорят на одном языке души. Струны души, знаете, вот как вот оркестр, да, настраивается на одну тональность. Вот ваши струны души, через все, что вы сейчас проходите, две половинки, они уже настроены на одну тональность. И это отношения очень такие, знаете, земные, очень нежные, очень трепетные. Очень люди будут ценить, вы будете очень ценить время друг с другом проводить. И вам даже, знаете, вот не хочется, вот вы выходите все время парными, понимаете, вот что я могу сделать, как помешать еще так колоду, чтобы как-то вас разделить. Невозможно вас разделить, две половинки, понимаете. Кстати, вот что-то мне сейчас тоже мелькнула книжечка из этой, да, колоды. И здесь вы знаете, такое ощущение, что вы даже, может быть, на сайте знакомств уже зарегистрировались и там листаете вот это вот, и вас это уничтожает. И здесь уже говорю, подтверждение.
Вы с телефона, вы даже смотрите на каких-то заграничных принцев, вы, может быть, какое-то приложение установили, или, в принципе, начали в Инстаграме, или где там в интернете просматривать мужчину, думаете, боже, что там такое происходит, что за контингент, что за вообще какие-то варианты. Ну, вы уже начали смотреть на, знаете, какие-то такие другие варианты, потому что все, что вам вокруг, вы думаете, боже, с этим ничего не построишь. Но здесь по четверке жезлов, видите, такое идет подсказочка, что... спасибо. Вот, опять. Понимаете? Вот вы не будете одни. Вот не зря выходила эта карта, понимаете? Сейчас такое одиночество. Но вас не оставят на дно, понимаете? Вы только захотите. Вот, понимаете? И вам будет приятно, вот, что человек вам подходит, понимаете? Снова с вами, вас отдернет, вас заговорит. То есть это, понимаете, такая вот будет такие отношения, встреча двух половинок, когда ты от человека не устаешь. Ты с ним и погулять, и дома, и поработать, и семью, и отношения, и с родственниками, и в путешествие. То есть ты от этого человека не устаешь. Он приходит к тебе каждый раз, и вроде бы он тебя отвлекает, но ты все равно рад. То есть на других раскладах ко мне приходят, забирают что-то мне со стола, я прям киплю, потому что вмешиваются в мое поле, мое пространство. Но здесь так к тебе подходят, так на тебя смотрят, так с тобой заговаривают, такая у человека энергия, что тебе хочется даже вот сказать, да ладно, оставайся, ты мне не мешаешь, хотя мешаешь, понимаете? Вот и здесь тоже у вас будут такие отношения в паре, что вам не захочется друг от друга убегать, иметь какое-то свое пространство, иметь какие-то свои шестерка кубков, понимаете, иметь какие-то, то есть это будет постоянное желание как-то быть вместе, взаимодействовать, друг друга чем-то радовать, что-то придумывать вместе, чтобы вместе радоваться, понимаете, чтобы усиливать эту связь, когда люди делают что-то вместе, у них появляется один и тот же опыт, одни и те же эмоции, понимаете? И вот как вы проживали до этой встречи непростые времена, причем я смотрю, что оба, что вы, что он, перебирали отношениями. Много было. Вот вы сейчас напишите мне в комментариях, кстати говоря, ну вот вы девушка, у которой был опыт немаленький в отношениях. Здесь тут раз, два, три, четыре, пять. Именно где сердечко у нас там. Ну, тут, в принципе, все. Знаете, тут у нас получается семерка кубков, но, в принципе, все, понимаете, были отношения и сложные, и страстные. И так казалось, что две половинки, но нет. А были абьюзивные, были такие отношения, были отношения, где там вас кружили, финансово вас удивляли, понимаете, какими-то подарками и так далее. Всяко было. У вас было всяко, понимаете, в отношениях. И вы, конечно, уже всякого насмотрелись, вы уже думаете, чего вам надо, чего вам не надо. Вы, в принципе, уже, знаете, такая разборчивая вы стали. И вот мужчина тоже такой, он тоже много насмотрелся. То есть встретиться, ну вот видите, вот сейчас. Вот опять вы и он, понимаете? Вот я сейчас, я не знаю, вот я мешаю колоду вот так вот. Все время все выходит вот таким вот образом. Парный. Вот я именно вот эту колоду должна была взять, что здесь вот так вот все вот вышло. Видите, вы такие очень современные ребята. Что он, что вы такие прогрессивные, вы такие, знаете, вот не зануды. Вы такие вот, у меня такое идет слово, что вы вообще люди интересные. То есть к вам люди другие тянутся, с вами хотят проводить время. То есть вы такая личная, вы личности. Что он, что вы личность. И вот видите, это интересно, что здесь получается семерка кубков, да, и восьмерка кубков. И, конечно, говорю, вот у него даже быть, может быть, больше еще было партнеров. Но я вижу, что вот для обоих все-таки это было эмоционально очень непросто. Для вас по-своему, для него по-своему. То есть мужчина так и не нашел свое счастье. И вы тоже перебирали, и так и не нашли. Ну что расклад? Ну вот реально две половинки, понимаете? А вот и оба сейчас сидят в таком положении, что вроде жизнь прожита, сколько всего уже прожито, и вроде бы столько в жизни всего есть и было, а сказать, что ты прям вот счастлив, как ты хотел быть счастлив, а нет. А нет, на самом деле на душе кошки, вы знаете, вышла эта карта, не зря я про нее говорила, понимаете? Ну что вы сейчас в таком состоянии, и он сейчас в таком состоянии. И здесь почему, знаете, вот здесь идет карта телефона, это как образ, это не обязательно, что вот там он тоже сидит в приложении, нет. Здесь как образ, человек начинает выходить во внешний мир, он еще пока побитый, как побитая собака, понимаете, но уже хочется уже как-то и на других посмотреть, уже как-то, знаете, вот выпрямиться немножечко. То есть сидел вот так вот просто избитый, вот такой, знаешь, поломанный. А тут уже хочется как-то выглянуть из своей норы и начать как-то искать свое счастье. Вот. Интересный такой расклад. Сегодня поток, видите, вот как никогда я не знаю, что будет на потоке. Настолько это... Ну, я люблю такие, понимаете, когда выходят такие, вот видите, вы жрица выходите. Ну, посмотрите, ну, вот Modern Witch, понимаете, вы, современная ведьмочка. Ну, посмотрите, это вы. А что там выходит следующим? Да, интересно.
здесь и жрица, и маг. Да, ну вот видите, опять же вы выходите. И здесь что у нас еще здесь? Здесь у нас семерка пентаклей. И вот смотрите, вот как вы выходите? Вот я же говорю, как не перемешать колоду? Во-первых, вы выходите, я перепутала, это маг у нас, да? Это у нас жрица. И вот интересно, что вы, что он. Вот это мне вышло на вас. То есть вы на самом деле, вы маг. Я же говорю, вы Modern Witch. Вот. И жрица. И что самое главное, вы посмотрите, оба человека, то есть вам не нужно будет с ним, ему объяснять, что такое душа, что такое энергии, что такое карма, что такое вообще люди проходят уроки, для чего мы вообще живем. Понимаете, у вас будет одна идеология. Вот. Не только ценности, но еще и одно понимание. То есть вам не нужно будет, вы там, не знаю, там, вы смотрите расклад Таро, вам не нужно будет бежать и прятаться, понимаете, где-нибудь там, не знаю, там в спальне, в туалете или, не знаю, там где-нибудь в офисе смотреть расклады Таро. Вы можете смотреть, вам при нем, и он даже смотреть будет вместе с вами, понимаете, потому что он такой же, как вы. И вы будете раскрывать свои силы, понимаете? Или вы там, может быть, занимаетесь каким-нибудь творчеством, вот мне идет, у вас какая-то очень творческая натура. Не обязательно, что вы там, знаете, вам нужно прям через какие-то там ритуалы или магию заниматься, вообще раскрывать свой творческий потенциал. Вы, в принципе, женщина, которая, может быть, вы работаете с людьми, с детьми, у вас какое-то, знаете, такое творческое очень сильное начало, то есть вы можете рисовать, что-то там плести, вязать, и вообще даже можете, вот, чтобы вы ни брались там в доме, готовка даже, вот мне почему-то готовка идет, что вы можете готовить очень, знаете, вот так вот прям вот как шеф, вот это прям, может быть, не все это могут оценить, но так как вы вкладываетесь в это, понимаете, вот вы прям это магию там создаете на кухне. То есть, понимаете, вы прям вот с ним одного поля ягодки, я бы так сказала. Вот. Ну, понимаете, ну, две половинки. Ну, как тут еще можно, что тут еще добавить, понимаете? Поэтому, когда почему две половинки, что такое две половинки, вот сегодняшний расклад прекрасно отвечает на этот вопрос, что означают эти две половинки для вас конкретно. Люди, которые хотят любви, люди, которые понимают ценность любви, и люди, которые готовы открыть свои сердца по-настоящему любви. И они будут ценить эту любовь, понимаете, будут нести свое сердце и любовь, эти чувства, которые будут зарождаться. То есть будут зарождаться чувства, и люди не будут этим разбрашиваться, понимаете, будут прям вот нести, вы будете нести, что он, что вы. Вы знаете, я не могу даже вас уже разделить на этом раскладе, сказать, что вы или он. Я говорю, вы как пара уже, понимаете? Потому что вы как пара, вы уже слились, понимаете? И он как будто вот ваш, к вам уже как пристегнут, понимаете? Вы к нему пристегнуты, вы к нему тянетесь, а он у ваших ног уже, понимаете? Он уже тоже как верный пес, понимаете, в хорошем смысле. Не может от вас никуда отлипнуть, должен вас защищать, должен быть рядом с вами. Такой интересный расклад получился, и погода, видите, то солнышко, то тучки. И вот у вас как-то жизнь будет, знаете, то так, то так, то так, понимаете? Разное будет в жизни происходить, разные обстоятельства, но все будет через радость, понимаете? Какие бы ни были с этим человеком, что значит вторая половинка, понимаете? Что с ним интересно, знаете, как говорится, в горе и в радости, интересно проживать разные, не только там, знаете, путешествия, какие-то классные периоды. Ведь вы знаете, что там пандемия, война, все, что у нас там происходило, все эти конфликты в мире, да, все эти ситуации, все это происходило... как сказать, и очень многие пары, да, разрушаются, потому что могли жить, когда все классно, когда все праздно, когда есть достаток, когда все легко. А когда начались сложности, понимаете, то все, то уже идет такой, знаете, вот разлом. И уже какой, как, знаете, как судный день наступает, и проверка не у всех прошла чувств на прочность. Вот, поэтому, да, вот очень интересно, понимаете. И здесь влюбленные выходят. То есть пришлось, понимаете, делать кому-то выбор. Кто-то даже, может быть, думал, что это моя половинка, а начались какие-то непростые времена, и вы поняли, что этот человек не ваш. Или вам вообще нужен другой человек, вы начали пересматривать. Многие смотрят, кто этот расклад пережил или такое, ну, развод или расставание, даже если не были официально расписаны, то это расставание было для вас таким разводом. То есть почему там развод гораздо иногда сложнее там, обычного расставания, потому что это, ну, дольше отношения, больше завязок, еще плюс по разным там бытовым, детям, квартирам, машинам и многим разным другим там аспектам, понимаете, и гораздо сложнее начать новую жизнь. Поэтому вот и идет, что он, что вы, две половинки, оба, как бы, может быть, проходили через вот такие отношения, разрывы, где были именно разводы тяжелые. И вы уже, понимаете,
в отношениях вам гораздо важнее будет именно чувство, любовь, что ты нужен, что ты любим, что ты принадлежен, что тебя понимают, понимаете, что с тобой говорят на одном языке, что все остальные обстоятельства, ну это же нормально, это просто, я же говорю, ну вот просто представьте, что выходит, одни и те же карты, потому что я говорю по кругу, опять вы выходите королем и королевой кубкой через одну. Раньше вы подряд вышли, а сейчас вы вышли вот так вот. Между вами была вот такая вот карта, понимаете, девятка, что у нас там было, да? Десятка даже. Десятка у нас была жезлов, понимаете? То есть, ну вот все уроки, которые только можно было взять жизненно, я же говорю, на опыте, люди на опыте. Они не только там развод прошли, они еще и, знаете, как бы реборн. Они из этого развода извлекли очень массу уроков, массу, скажем так, пользы для себя. Не слегли пластом, понимаете, пошли же дальше. И для них теперь гораздо важнее именно чувство, близкий человек, любовь. Понимаете, вот люди, которые поняли, что без любви жизни на этой нету. Мне нужна вторая половинка для счастья. То есть, в принципе, вот на этот расклад пришли девушки, знаете, которые такие вот парные. Вы, возможно, весы и близнецы даже по гороскопу. То есть для вас именно вот парность, понимаете, она имеет очень большое значение. Или у вас там асценденты в этом знаке. То есть для вас это действительно через судьбу. Вы не можете, как сказать, оставаться вот бесчувственной, без любви. То есть вы скорее будете без денег, без еды, не знаю, без работы, без карьеры, но любовь должна быть, понимаете, в вашем приоритете. Для вас это number one. Вот. Давайте посмотрим какую-то подсказочку по поводу встречи этих двух половинок. Что нам скажут по поводу встречи? Карта сила и рыцарь кубков. Ну, здесь, понимаете, вот как сейчас идет, вот смотрите, как выходит. Во-первых, выходит тройка мечей. Говорит о том, что еще пока какие-то раны свежи. И в данный момент, хотя вы уже начали какое-то движение, да, в сторону любви, и вы уже набираете свою силу, но все еще какие-то раны есть. То есть нам показывают, что ваша встреча произойдет, когда вы еще оба будете не полностью исцелены. То есть вы друг друга будете, что ли, как будто бы доисцелять. То есть вы будете ему как бы давать силу, да, мужчине, да, вот тем, что он увидит в вас такую энергию, женственность и так далее. А он вас будет удивлять, дарить вам любовь, давать те эмоции, чувства, которых вы давно не испытывали, понимаете? И это будет залечивать у вас, у обоих эти раны. Поэтому я даже на этом раскладе не буду смотреть, как эта встреча произойдет, это где. Это не имеет значения, потому что у каждого будет это происходить по-своему. В этом раскладе самое главное понять, что вот чувство превыше всего. И вы просто, знаете, оба идете как вот на запах, понимаете, на запах любви. Вот так вот вы идете. Что-то мне сейчас еще выпадает, сейчас подождите. Но все-таки интересно, что такое, знаете, да. И все-таки, понимаете, вы сами будете немножко ковать это счастье. То есть вот эта вот любовь, ваших рук дело. Я же говорю, не зря нам показывали, что вы сейчас будете куда-то выходить, что-то делать. То есть и он, и вы будете это создавать. Оно не придет само просто так. То есть оно как бы не, оно появится в вашей судьбе благодаря тому, что вы начнете жить более такой, знаете, активной, интересной жизнью. То есть вам придется для этого, конечно, потрудиться немножечко. Но, понимаете, этот король кубков, он никуда не уходит. Ну, посмотрите, как такой мужчина, понимаете, с таким вкусом он одет, понимаете? То есть у него очень, скажем так, у этого человека будет понимание вообще, как жить красиво, как сделать так, чтобы вы жили красиво, будет стараться вас одевать, чтобы вы тоже были, знаете, такая конфетка. Вот, то есть он умеет ценить женскую красоту и вкладываться в женщину. Ну, правда, вот любить женщину, знаете, вот по большому счету, вот как любить женщину, он знает. То есть как угодить. То есть такой, знаете, немножко такой женский угодник, да? Вот, однозначно. Ну вот, я не знаю, куда-то сегодня можно уйти во второй части, понимаете, совет. Карта совет, что вы, когда наполнитесь этой любовью, когда эта встреча произойдет, двух сердец, понимаете, эта встреча вот здесь, она, двойка кубков. Это именно встреча, причем, знаете, видите здесь, вы на воде, на суше, разные города, разные даже континенты могут быть, разные страны. Вот не просто так мне выходило, что там онлайн какие-то вещи, и которые уже, по-моему, второй или третий расклад мне идет, что какие-то могут быть
что-то вас разделять могут быть, какие-то территории, понимаете? Вот. И, конечно, когда вот такая вот встреча происходит, у вас раскрывается. Ну вот вы такой, мне кажется, даже женщина, и вот нам показывают, что никогда не были. То есть у вас всякое было в отношениях, там, вы были игривые, разные, любимые, интересные, но настолько наполненные, настолько кайфовые, настолько расслабленные, настолько, знаете, вот упоительный, вот слово идет, такой романтичный, такой красивый, вы знаете, вы станете очень красивой. То есть этот человек как-то вот будет вас украшать, будет делать вас очень женственной. Вообще, когда вы с ним встретитесь, у меня такое идет, что вы как будто бы сразу начнете очень активно наряжаться, краситься, носить платье. Прям, вы знаете, вот прям вам... Это не потому, что вы для него захотите там что-то делать. Это потому, что в вас будет такая энергия пробуждаться. Вы будете чувствовать себя настолько женственной и красивой, что вам захочется, знаете, там и гардеробчик себе обновить, и совершенно по-другому, понимаете, вообще по колесу фортуны другую себе жизнь закрутить, понимаете. По-другому вы будете себя ощущать. Ваша жизнь перевернется, понимаете, как говорится, на 180 градусов. И вы, понимаете, вы наверху. Понимаете, здесь вот парочка, он и вы, представляете? Две половинки. Ну куда от этого уйти, понимаете? Две половинки. Две половинки. Это вообще, конечно, Боже, за вас, дорогие мои. За вашу любовь, которая к вам идет. Ну просто, ну посмотрите. Кувыркаются они тут на одном колесе. Неразлучники. Чем обычно завершаются мои расклады на канале такого плана, да, про любовь? Они, конечно, завершаются картой Солнца, которая просто выпрыгивает, понимаете, чтобы я таки вам дала ее напоследок. И сказала, что, девочки, ну, понимаете, это счастье к вам идет. Вы от него никуда не спрячетесь, потому что это, ну, знаете, это вот по судьбе. Вот оно, красная линия через вашу жизнь идет, вас к этому ведет. Вот вы хотите счастья, оно в вашу жизнь идет, понимаете? Вот все, вот здесь даже добавить нечего. Если вы внутри у вас есть этот запрос на любовь, на такую счастье, на вторую половинку, естественно, вы это получите, потому что все наши мечты забываются. А сейчас для людей, которые живут очень чисто в потоке, для них вот реализация очень быстро, максимально быстро. То есть если у вас никаких блоков, если вы не нарушаете там духовные законы, да, у вас все очень быстро в жизни происходит именно так, как вы хотите. Поэтому нам показывают, загадываете это же как желание. То есть хотите это, мечтаете, вот горите этим, понимаете, горите, пусть это пламя вас разжигает. И это счастье к вам придет. И сразу же солнце вышло напоследок, понимаете, на карте солнца. Но мужчина спешит. Он гораздо более, видите, вы там отбивались от всех ситуаций вокруг, разбирались со своими делами, а мужчина и в начале, понимаете, он выходил таким, знаете, очень активным, он выходил там даже на мотоцикле, там кактус у него был, да, понимаете, то есть все здесь подсказки, это все не просто так, это все уже реально, понимаете, вот это реально, это не только на картах, это уже в реальности. Кактус абсолютно такой же, как там был на этой, на карте, на первой. Поэтому мужчина, вы в таком статичном положении, понимаете, а мужчина в действиях, он вперед учится, к вам. Поэтому, дорогие мои, вот такой вот расклад, хороший, прекрасный, светлый, для двух половинок, которые найдут друг друга. Рада была для вас почитать расклад. Пишите в комментариях, что вам срезонировало. Если вы хотите личный расклад, пишите или в Telegram, что удобнее, или на e-mail, если у вас нет Телеграма. Если вы хотите отблагодарить меня монеткой, вы знаете все ссылочки, донаты, кнопочка Thanks. Благодарна всем. Это означает, что вам откликнулось. У вас возникает желание меня отблагодарить. Вижу каждое ваше сообщение, каждый ваш теплый комментарий, каждый донат. Благодарю от всего сердца, потому что я здесь для вас, работаю для вас, провожу эти потоки для вас, и мне очень важна эта связь с вами. Если вы хотите, снова подписывайтесь. Вот. Также вы можете попасть в закрытый телеграм-канал, где я делюсь постсценами, в том числе из этого места поделюсь, где я была, что видела, какие инсайты отсюда пришли. Попасть можно в закрытый телеграм-канал или через подписочку на YouTube, через спонсорство. Там открывается автоматически, если вы подписываетесь на уровень гармонии, автоматически открывается ссылочка в Телеграм, ну или через Бусти, если эта кнопочка у вас недоступна. Ну что, до связи. С вами была Ева.